Привет, друзья! Вы на канале Карибы Жизнь на Кипре. Сегодня 11 октября, температура воздуха 26 градусов, солнечно, тепло, и мы приехали в деревушку Карми для того, чтобы снять для вас сегодня очень познавательное видео. Сегодня мы хотим ответить на ваши часто задаваемые вопросы на тему приобретения недвижимости. Итак, полный гайд по приобретению недвижимости на Северном Кипре. Что вы должны знать? Самое первое, вы должны ответить на главный вопрос. В каком районе вы хотите приобрести недвижимость на Северном Кипре? Этот район будет зависеть от ваших целей. Также не забывайте обратить внимание, что вам больше нравится. Какая нравится инфраструктура, природа, социум. Например, в районе Эскиле вы можете приобрести недвижимость для цели инвестирования. Вы строите с нуля, покупаете дешевле, продаете дороже. Но многие люди живут в Эскиле, и им хватает инфраструктуры, им нравится. На какие-то моменты они закрывают глаза. И я уверена, что через какое-то время, я даю 5 лет, что там будет полная инфраструктура, там будет очень красиво и замечательно. Если вы хотите приобрести недвижимость для жизни, то я бы вам рекомендовала, и вам нравятся горы и зелень, то я бы рекомендовала выбрать район Гирны. Мне очень нравится наш Алсанжак. Много людей нам пишут, благодарят, что благодаря нам узнали про этот район. Но этот район, я говорю сразу, он хорошо подходит для жизни, либо для долгосрочной аренды. Для краткосрочной аренды я бы не стала здесь покупать. А также, если вы хотите построить котлованы и потом продать, я скажу, что здесь цены немножко стоят на месте. Сейчас везде цены, конечно, на Северном Кипре выросли, но как раз-таки в районе Алсанжак они почему-то не так колебаются. Например, квартиры-студии в районе Эскиле стоили в районе 50-60 тысяч. Сейчас к 100 близко. У нас то, что стоило 50-60 тысяч, стало стоить 70-80, но никак не 100. Поэтому из инвестиционной привлекательности я бы рекомендовала обратить внимание на Эскиле. Ну, а если вы хотите для жизни купить недвижимость, то, конечно, я бы рассмотрела район Гирны. Второе, что вы должны для себя определить, это бюджет. И готовы ли вы оплачивать 100%, либо хотите приобрести недвижимость в рассрочку. От этого будет зависеть, на какую недвижимость мы обратим с вами внимание. На первичную, а также вторичную
вторичная 100% оплата, либо только на первичную, потому что это рассрочка. Когда вы определились, какая недвижимость вам подходит по вашему бюджету, первичная или вторичная, или вы можете рассматривать такой вариант, то вы должны посмотреть все варианты, которые есть на рынке, оценить материалы, оценить месторасположение, инвестиционную привлекательность, удобство для проживания, если вы хотите для проживания купить. И когда вы определились с недвижимостью, то для того, чтобы ее забронировать, нужно внести депозит. Депозит составляет от 1000 фунтов до 10. Это средний размер депозита. Все, эту квартиру для вас бронируют. Если это первичная, то застройщик бронирует. Если это вторичная недвижимость, то этот депозит остается у адвоката. Мы вообще все сделки делаем только через адвоката. Перед этим, конечно, мы эту недвижимость проверяем, делаем search. Это такая проверка, обременена ли эта недвижимость, какой там титул, какая земля. И потом, после этого вы вносите 30% оплаты, если это первичная недвижимость, либо 100%, либо если это вторичная. Здесь немножко разные этапы в самой схеме оплат. Если это первичная недвижимость, то вам застройщик дает какое-то время, чтобы вы вносили взносы. Это может быть единоразовые платежи раз в полгода, либо ежемесячные. Это уже обговаривается в процессе, учитывается насколько вы можете, как вам будет удобнее. И также застройщик смотрит, насколько ему также это все будет удобнее. Хочу обратить внимание на подводные камни. Перед тем, как продаем недвижимость, наша компания запрашивает у застройщика документы. Это титул на землю, а также разрешение на землю. Очень часто есть титул, показывает застройщик, а разрешение еще не готово. Так вот, наш директор, он нам запрещает предлагать недвижимость на продажу, пока нету разрешения. Это очень важный момент. И несколько комплексов, которых уже купили мои подписчики, мы не продаем, потому что еще нету у компании разрешения, еще не дали добро. Вы на это обратите обязательно внимание. Если вы выбрали вторичную недвижимость, то наш адвокат обязательно делает search в ТАПУ. Это такая проверка, в которую ходит, обременена ли недвижимость, есть ли ипотека, были какие-то там по ней манипуляции, там полностью вся история этой недвижимости. И, само собой, проверяется, какой там титул, земля и так далее. Какую же недвижимость выбрать, первичную или вторичную? Знаете, если дом новый, и кто-то купил квартиру, а потом сразу же продает, естественно, он это купил, и, возможно, с целью инвестирования, и он продает вам дороже. Такую квартиру, в принципе, можно покупать, надо посмотреть, сколько стоит такая квартира на рынке. Но если квартире больше 10 лет, то я не рекомендую покупать. Я рекомендую выбрать первичную недвижимость, потому что и качество дома будет лучше, и будет отделка намного современнее. Также, вы знаете, сейчас в последнее время у нас было несколько сделок со вторичным жильем. И я скажу, что цены на Северном Кипре очень сильно выросли в связи с ужасными ситуациями в мире. И также валюта, которые продавали недвижимость, просела. И хозяева отказываются продавать. Если вы не заключили договор с хозяином, то он имеет право вам не продавать. И у нас сорвалось сейчас несколько сделок по этой причине. И я скажу, что это их право. Мы также продаем недвижимость. Наша квартира стоила 57 тысяч фунтов. Это раньше было 70 тысяч долларов. На сегодняшний день 57 тысяч фунтов – это не 70 тысяч долларов. И тут и курс просел, и плюс вообще ситуация поменялась, недвижимость сама растет, ее не хватает, люди скупают. Но, естественно, мы также подняли цену на свою недвижимость до 75 тысяч долларов. И мы на это имеем полное право. Она у нас хорошо сдается, у нас договор с ребятами, которые там живут. И я скажу, что очень много людей, которые нам звонят и готовы даже дороже снять нашу квартиру, спрашивают, чем хороша первичная недвижимость. Вы первичную недвижимость, вы зафиксировали цену и можете платить рассрочку 2-3 года, 4, насколько вам даст застройщик. И независимо от мировой ситуации, этот застройщик не поменяет цену. Как бы валюта
валюта не гуляла, какая бы ситуация в мире ни была, у вас зафиксированная цена, и вы по чуть-чуть платите. При 100% оплате при вторичке, конечно, такого нету. Там нужно сразу оплатить. Следовательно, там уже человек сразу себя подстраховывает, сразу смотрит на ситуацию в мире и сразу вам говорит цену на сегодняшний день, который он готов продать. Также обращаю внимание на титулы. Иностранцу лучше всего покупать недвижимость на Северном Кипре с турецким или обменным титулом. Я вам рекомендую это сделать для того, чтобы вам даже потом легче было продать, потому что следующий покупатель на это будет обращать внимание. И все хотят покупать как раз-таки с турецким или с обменным титулом. Есть недвижимость по хорошей цене на сегодняшний день, хозяин хочет продать, а там неподходящий титул. А он купил совсем недавно и не обратил на это внимания. Ну и мы, естественно, своим клиентам такой не предлагаем титул. Поэтому отдельное видео про титулы я обязательно для вас сниму. Расскажу, какой подходит, какой не подходит для иностранца, чем это чревато. Смотрите в ближайших наших выпусках. Если вы покупаете вторичную недвижимость и первый хозяин был киприот, это не совсем не значит, что вы получите титул. А если предыдущий хозяин был иностранец, то очень большая вероятность, что вы также вам разрешит государство Республика Северный Кипр получить титул на эту недвижимость. В последнее время участились вопросы по переводу денег. Мы нашим клиентам помогаем, наша компания этим занимается. И кого интересует этот вопрос, то пишите, и мы вам обязательно поможем. На сегодняшний день есть 2 банка, через которые можно покупать недвижимость, а также есть другие способы, и мы вам про них расскажем. Итак, подвожу итоги. Первое, на что надо обратить внимание, это в каком районе вы хотите жить, какой у вас приоритет и цель. Второе, вы должны понять, какой у вас бюджет, готовы вы оплатить сразу, либо рассрочка может быть. Третье, вы должны проверить недвижимость. Она должна быть полностью чистой перед покупкой. Четвертое, на что я хочу обратить внимание, все машут. Четвертое. Тут, кстати, стоишь посреди дороги, снимаешь, и тебе не остановится, никто не будет ругаться. Ты знаешь, что тебя не будут орать, ты знаешь, что тебя помашут, улыбнутся и помашут в камеру. Вот это вообще прикольно, да? Четвертое, на что обратить внимание, я вам рекомендую, это на то, что вы должны посмотреть, где находится ваша недвижимость. Это такой же, как и первый пункт, да, как с районом. Вы должны понять, если у вас сломается машина, сможете вы бы доехать там срочно до аптеки?
до магазина, где находится ваша недвижимость. Потому что Северный Кипр немножко другой. Здесь нет общественного транспорта. Вы должны понять, сегодня ребенку вашему 4 года, да, или там 8 лет, а через там 3-4 года ему уже будет 12, и вы уже отпустите его. И будете вы согласны его постоянно возить везде? Какие кружки рядом? Чем его можно занять? Какой социум? Кто рядом? Вы хотите жить, где больше русскоговорящих людей, где больше иностранцев, где больше англичан? Вы хотите снять, например, купить недвижимость, где живут одни англичане пенсионного возраста? Или вы хотите купить недвижимость в том месте, где живут молодые люди там, разных национальностей? В общем, есть определенные моменты, на которые нужно обратить внимание, и, конечно, которые вы не знаете. Поэтому человек, к которому вы обращаетесь и доверяете, он должен вот эти моменты обговорить. Мы своим клиентам говорим вот все как есть. И я очень придирчива и ко всему отношусь очень так под определенным углом, под разными углами, даже скажу, под разными. И я сразу говорю, что вот это хорошо, но будет то. Вот это плохо, но будет то. То есть, чтобы не было никаких моментов потом. Я же знаю их, я вам это говорю. Просто некоторые это не говорят, они стараются это утаить. Я это точно знаю. И некоторые вот объекты проданы, я думаю, боже, зачем вот было его продавать, если вот рядом, там чуть дальше, но в лучшем месте, намного ликвиднее недвижимость. То есть вы обращаете внимание вот на эти моменты. Что рядом с кем, как вы будете жить, любите ли вы шум, не шум, какая-то подстраховка у вас должна быть, какие у вас соседи. Это очень важно. Вот, может, иногда не нужна природа, если человек хочет, например, я хочу купить для инвестиций, для аренды, но я так люблю зелень, но вы знаете, в районе Скеле не появится гор, и столько зелени не будет, как в районе Гирны. Но тот район по пляжам, он номер один, он для инвестиций лучше. И наши друзья приезжают на отдых, мы их отправляем туда, потому что, ну что они тут будут ходить, что они тут будут делать? Да, есть такой пляжик небольшой. Кстати, сейчас ребята приехали в аренду здесь, в Алсанжаке, они немножко расстроились, они приехали с Дубая, они говорят, боже, мы приехали, пришли на этот пляж, он, конечно, такой не очень, им не понравился. То есть, но для жизни, вот если убрать, например, вот пляжи, убрать какие-то определенные моменты, наш район хорош. То есть, понимаете, везде будут свои плюсы и минусы. И очень важно, чтобы человек, которому вы доверяете при покупке недвижимости, вам об этом сказал. На сегодняшний день большая проблема найти готовую недвижимость, потому что в связи с ситуацией все решили переехать и вот уже сейчас и хотят уже жить. И вы знаете, катастрофа на рынке с готовой недвижимостью. Но мы находим максимально выгодные, в максимально хороших локациях квартиры, дома. И наши подписчики, наши клиенты нам очень благодарны. Мы в ближайшем будущем хотим сделать такое видео отзывов. Так, друзья, если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а также покупайте билеты и прилетайте на Кипр. Мы вас ждем. Встречаемся на Кипре.